Привет. Мирная сцена с вином из красной шелковицы обрывается предательством. Преданный старейшина Ци стреляет черным лучом в спину Ши Чуанькуну. Лазурные мечи разворачиваются сетью молний, огонь сущности пожирает вражеский меч, но усыпляющий яд все же проникает в тело Хань Ли. Спасает его закон времени. Он откатывает состояние собственных клеток назад, к моменту, когда яда еще не существовало. За предательством стоит Хуа Цзин со своим желтым зеркалом. Он не дергает за ниточки, он переписывает само восприятие жертв. Старейшина Ци искренне верил, что уничтожает врагов. Хань Ли пробивает иллюзию мощью духовного чувства, но Ши Чуанькун ломается и в финале направляет смертоносную лютню Вирата против своего же союзника. Чтобы выжить, нужно устоять перед оружием, которым управляет союзник, не уничтожив его. А самый тревожный вопрос остается открытым. Если закон гипноза так бесшовно переписывает реальность целой группы культиваторов, где гарантия, что сам Хань Ли давно не внутри чьей-то куда более глубокой иллюзии? А теперь слушаем дальше. Глава 806. Запечатывание душ. Увидев это, Хань Ли сложил ладонь в печать. Из его летающих мечей вырвалось несколько толстых молний, которые ударили Ши Чуанькуна в жизненно важной точке, в том числе в межбровье и дантянь. Ши Чуанькун содрогнулся всем телом, и оно мгновенно почернело, но он, казалось, совсем не чувствовал боли. Он отмахнулся от золотой молнии и продолжил бежать вперед. В то же время с неба, словно черные молнии, сорвались несколько полос черного света и ударили в Хань Ли. С другой стороны донесся сладкий аромат, и без всякого предупреждения появился дракон, сотканный из розового тумана, который набросился на Хань Ли. На лице Хань Ли появилось встревоженное выражение, и он отступил, сверкая золотыми молниями. Из черного света и туманного дракона вышли темнокожий пожилой мужчина и женщина в красном платье. У обоих был пепельный цвет лица и сильно искаженная аура. Они были не в том состоянии, чтобы сражаться, но все равно безрассудно бросились на него. Любой, кто стал жертвой моей способности «Цветочное зеркало», будет продолжать сражаться до смерти, независимо от тяжести своих ранений, пока я не освобожу его от этой способности. Усмехнулся Хуа Цзин. Услышав это, Хань Ли помрачнел еще больше и взмахнул рукавом, призывая 18 лазурных мечей бамбуковых облаков. По его приказу 18 летающих мечей полетели в сторону троицы Ши Чуанькуна, выпуская толстые дуги золотых молний, которые образовали волну молний, протянувшуюся почти на 10 километров и испускавшую мощные колебания силы закона молнии. Хань Ли влетел в волну молний, и она мгновенно засияла еще ярче, проносясь по воздуху и в мгновение ока достигнув троицы Ши Чуанькуна. Все трое без колебаний бросились в атаку. Ши Чуанькун перебирал пальцами по лютне Вирата, издавая резкие звуки, перемежающиеся с бесчисленными серебряными рунами. Серебряные руны разделились на две части, прежде чем слиться с лезвиями серебряного ветра и двумя шарами белого света. Лезвия серебряного ветра мгновенно сошлись, образовав серебряный полумесяц, который был в 2 раза больше тех, что были направлены на Хуа Цзин ранее. Что касается двух шаров белого света, то они слились воедино, образовав сияющее белое солнце. Серебряная луна и белое солнце устремились к волне золотых молний, оставляя за собой множество пространственных разломов. Тем временем темнокожий пожилой мужчина открыл рот и выплюнул черный чернильный камень, который по его приказу начал быстро вращаться, выпуская огромное количество черного тумана, который в мгновение ока превратился в гигантское черное облако. Облако наполнилось огромной ледяной ци, и начали формироваться бесчисленные кристаллы черного льда, а само облако черного тумана превратилось в поток черной воды. Невидимое ранее черное облако мгновенно превратилось в бурлящую ледяную реку, которая с грохотом пронеслась по воздуху. В то же время женщина взмахнула рукой, призывая белый свиток, который развернулся, выпустив шквал белых рун, которые слились воедино, образовав 8 невероятно реалистичных кристаллических белых драконов. Розовый свет, исходивший от тела женщины, значительно усилился, а затем хлынул в белый свиток, который тут же тоже стал розовым, как и 8 проекций белых драконов. Кристаллические драконы выглядели так, будто были вырезаны из розового льда и испускали мощную ауру, близкую к стадии высшего зенита. К этому моменту лицо женщины стало смертельно бледным, но она продолжала безрассудно расходовать свою дьявольскую силу. Атаки всех 4 бойцов столкнулись в серии оглушительных взрывов, и золотой, серебряный, черный и розовый свет яростно переплелись, что привело к временному тупику. Однако было очевидно, что золотая молния одерживает верх, но Хань Ли не решался атаковать в полную силу, опасаясь убить 3 своих и без того раненых противников. Увидев это, Хуа Цзин расхохотался как сумасшедший и начал облизывать пальцы с пьяным выражением лица.
Ему нравилось натравливать бывших близких друзей друг на друга, а еще лучше было, когда одному из них удавалось остаться в сознании, и он был вынужден сражаться со своими друзьями, но не решался пустить в ход оружие, боясь причинить им вред. Хань Ли услышал безумный смех Хуадзина и холодно хмыкнул, складывая печати. По его приказу из волны молний мгновенно вырвались 18 толстых полос света от мечей. К этому моменту троице Ши Чуанькуна уже приходилось прилагать все силы, чтобы сдерживать волну золотых молний, поэтому у них не оставалось ресурсов для защиты от других атак. В результате золотые летающие мечи с легкостью прорвались сквозь защитные световые барьеры вокруг них, после чего в них ударили окружающие их золотые молнии. Все трое были мгновенно отброшены назад, изо ртов у них хлынула кровь. Благодаря свойствам, унаследованным от золотой молнии, омывающей кости, молния в мечах Хань Ли оказывала парализующее действие, лишая противника контроля над телом и бессмертной духовной силы. Однако в их сознании одновременно вспыхнул яркий красный свет, и они были вынуждены перенапрячься, не задумываясь о последствиях, чтобы преодолеть оцепенение. В этот самый момент Хань Ли без всякого предупреждения появился перед ними и быстро постучал пальцем по их лбам. С каждым нажатием из его пальца вылетало несколько полупрозрачных цепочек, которые тут же исчезали в их глобеллах. Сразу после этого все трое рухнули на землю с ошеломленным выражением лица. Хань Ли явно пришлось приложить немало усилий, чтобы одолеть эту троицу, о чем свидетельствовала его слегка побледневшая кожа. Он глубоко вздохнул, чтобы прийти в себя, а затем взмахнул рукавом, и огромная волна золотых молний в небе превратилась в 18 золотых летающих мечей, которые взлетели вверх по его рукаву. Увидев это, Хуадзин тут же перестал улыбаться и начал складывать печати, но троица Ши Чуанькуна никак не отреагировала. «Что ты с ними сделал? Как тебе удалось заточить их души?» — спросил он с яростью в голосе. «Думаешь, я тебе расскажу?» — холодно усмехнулся Хань Ли. «Ты не собираешься мне говорить?» «Отлично. В таком случае мне придется извлечь твою душу из тела и посмотреть самому». «После такой напряженной битвы ты, я уверен, уже на грани истощения», — усмехнулся Хуадзин. «Ты хочешь сказать, что можешь использовать свою способность «цветочное зеркало» с минимальными усилиями? Наверняка ты все это время пассивно наблюдал, просто чтобы покрасоваться», — возразил Хань Ли. Увидев это, Хуадзин слегка прищурился. «Все это время ты делал из меня свою игрушку, и теперь тебе пора получить по заслугам», — холодно заявил Хань Ли, направляясь к Хуадзину с убийственным намерением в глазах. По какой-то причине у Хуадзина по спине пробежал холодок, и, чтобы скрыть свой страх, он крикнул: «Ты слишком много болтаешь для простого культиватора 10-го уровня». Сразу после этого из его тела вырвалась вспышка ярко-желтого света, которая приняла форму странной звериной головы размером более 1000 футов, похожей на нечто среднее между драконом и тигром. Чудовищная голова открыла свою бездонную пасть и выпустила луч желтого света, который в мгновение преодолел расстояние в десятки тысяч футов и обрушился на Хань Ли. В ответ Хань Ли поднял руку и сделал хватательное движение. Перед ним снова появились толстые дуги золотых молний, которые образовали плотный барьер из молний, преградивший путь желтому свету. Они столкнулись, и, хотя можно было ожидать оглушительного грохота, на самом деле раздался лишь слабый стук. Густой барьер из молний хаотично вспыхнул, прежде чем был разорван на части вспышкой желтого света, не сумев оказать никакого сопротивления. Вспышка желтого света почти не замедлилась и пронзила грудь Хань Ли. Однако в следующее мгновение Хань Ли растворился в воздухе, оставив после себя лишь размытый силуэт. При виде этого выражение лица Хуадзина слегка помрачнело, но в следующее мгновение на нем появилось встревоженное выражение, а его тело разделилось на 4 или 5 желтых теней, которые разбежались во все стороны. Не успели желтые тени отлететь далеко, как из того самого места, где только что стоял Хуадзин, вырвались бесчисленные полосыцы золотого меча, и все желтые тени были поглощены ими. Из вихря ци меча донесся крик боли и ярости, и из него вылетела полоса желтого света, которая затем отлетела на десятки тысяч футов и превратилась в Хуадзина. В этот момент его мантия была разорвана в клочья, а руки и ноги сильно кровоточили, но под мантией появилась черная внутренняя броня, защищавшая жизненно важные органы. Однако маска, которую он носил, была сорвана, обнажив вторую половину его лица, седую и сморщенную, похожую на кору старого дерева. Лицо Хуадзина мгновенно исказилось от ярости, и он взревел: «Моя маска! Как ты посмел? Я тебя убью!» Золотой свет, исходивший от его тела, значительно усилился, когда вокруг него появилось около дюжины таких же желтых проекций звериных голов. Каждая из них открыла пасть и выпустила луч желтого света, который столкнулся с приближающимся золотым мечом Ци. Вспышки желтого света были невероятно мощными, и, как и первая вспышка, которая с легкостью прорвалась сквозь барьер из золотых молний, эти вспышки желтого света с такой же легкостью уничтожали полосы Ци золотого меча.
Глава 807. Победа над врагом. Хань Ли вылетел из облака разрушающейся ци золотого меча, и как только он оказался снаружи, из его тела вырвался поток золотого света, сформировав золотую духовную сферу размером в несколько десятков километров. В то же время из его тела вырвались 18 мечей и растворились в воздухе. Хуа Цзин почувствовал, как вокруг него замедляется течение времени, и тут же высвободил свою духовную сферу, наполненную вспышками света и бесчисленными лепестками цветов, отчего у него закружилась голова. Затем он поспешно сложил печать, и из медного зеркала над его головой вырвался столб желтого света, окутавший все его тело. В то же время вокруг него появился гигантский желтый колокол высотой более 100 футов. Он едва успел принять эту защитную меру, как из ниоткуда вылетели 18 лазурных мечей бамбуковых облаков и ударили по желтому колоколу вокруг него. Гигантский колокол сильно задрожал, и на мгновение исходящий от него желтый свет замигал, но затем быстро успокоился. Хуа Цзин был несколько ошеломлен увиденным. По его оценкам, 18 летающих мечей, возможно, и не смогли бы пробить проекцию колокола вокруг него, но они определенно должны были быть мощнее. В этот самый момент над гигантским колоколом среди пространственных колебаний возник гигантский кулак, покрытый пурпурно-золотой чешуей, и мягко ударил в колокол. Раздался оглушительный звон, и гигантский колокол разлетелся на куски, как фарфоровый. В следующее мгновение из ниоткуда появился Хань Ли, уже использовавший свою священную трансформацию нирваны. Потоки странной силы постоянно проникали его разум из духовной сферы, пытаясь сбить его с толку, но он смог сохранить ясность ума благодаря своему невероятному божественному чувству. Остальные 5 его кулаков одновременно ударили в столб желтого света вокруг Хуа Цзина. Раздался оглушительный грохот, пространство в радиусе нескольких тысяч футов значительно исказилось, и все желтые звериные головы вокруг Хуа Цзина мгновенно взорвались, а столб желтого света рассеялся. Несмотря на то, что Хуа Цзин не получил прямого удара от летящих в него кулаков, одной только ударной волны было достаточно, чтобы он отлетел в сторону, как лист на ветру. Из его рта хлынула кровь, и он побежал прочь с встревоженным и испуганным выражением лица. Однако, несмотря на все его усилия, он по-прежнему мог двигаться очень медленно в духовной сфере времени Хань Ли. В его глазах вспыхнула решимость, когда он открыл рот, чтобы выпустить сгусток кровавой эссенции в медное зеркало над своей головой. Поверхность зеркала мгновенно озарилась алым светом, который затем проник в его тело. Сразу после этого его тело резко увеличилось в размерах, а кожа приобрела ярко-красный оттенок. По всему телу вздулись вены, а скорость его передвижения увеличилась примерно в 2 раза. В то же время в ближайшем пространстве появились десятки одинаковых полос желтого света, которые затем разбежались во все стороны. Все полосы света излучали одинаковую ауру, поэтому было невозможно определить, какая из них была настоящей Хуа Цзин. Увидев это, Хань Ли холодно хмыкнул, и за его спиной появилось колесо истины, которое выпустило волны золотой ряби, распространившиеся по воздуху и охватившие все полосы желтого света, мгновенно обездвижив их. Увидев это, Хань Ли с облегчением вздохнул, но в этот самый момент из одной из световых полос впереди вырвалась мощная аура. Его аура значительно превосходила ауру Хуа Цзина, почти достигнув уровня зенита небес, и продолжала неуклонно расти. Все золотистые всполохи вокруг этой полосы желтого света начали гудеть и дрожать, как будто вот-вот погаснут. Увидев это, Хань Ли поспешно сложил ладонь в печать, и 18 мечей мгновенно взмыли в воздух, а затем устремились к полосе желтого света. В мгновение эко-тело Хуа Цзина превратилось в груду фарша, а его невероятная аура мгновенно рассеялась, вернув золотой ряб в нормальное состояние. Увидев это, Хань Ли с облегчением вздохнул и снова принял человеческий облик. После этого он проглотил пару таблеток, а затем взмахнул рукавом, из него вырвалась полоса лазурного света, которая подхватила останки Хуа Цзина и зеркало из желтой меди. К этому моменту алый свет на зеркале уже погас, и оно снова стало прежним. Хань Ли взял зеркало с заинтригованным выражением лица. Это зеркало, скорее всего, было сокровищем жизни Хуа Цзина, и именно с его помощью он гипнотизировал других. Зеркало не только могло гипнотизировать врага, но и использовалось для гипноза самого Хуа Цзина в конце, что позволило ему полностью раскрыть свой скрытый потенциал и достичь силы, близкой к стадии зенита небес. Если бы Хань Ли не добился таких успехов в технике совершенствования духа за последнее время, он, возможно, не смог бы противостоять гипнозу Хуа Цзина. Он взмахнул рукавом, из него вырвался луч зеленого света, который подхватил зеркало и втянул его в глубокую небесную тыкву. После этого Хань Ли взмахнул пальцем, и луч лазурного света пронзил останки Хуа Цзина, из которых быстро появилась зарождающаяся желтая душа. В его глазах мелькнуло убийственное намерение, когда он схватил зарождающуюся душу и уже собирался раздавить ее, но внезапно остановился и повернулся, чтобы взглянуть на Ши Чуанькуна. После недолгого колебания он открыл рот и выпустил шар серебристого пламени, который быстро облетел вокруг зарождающейся желтой души, образуя ряд огненно-серебристых рун, которые отпечатались на ее теле.
Затем Хань Ли взмахнул рукавом, выпуская еще один огненный шар, который быстро превратил останки Хуа Цзина в пепел, оставив после себя лишь черные внутренние доспехи, желтый браслет и фигура желтой звериной головы. Хань Ли приподнял бровь и взял в руки резную фигурку. Он был размером с человеческую ладонь и выглядел очень сложным и реалистичным. Скорее всего, именно это и вызвало те мощные вспышки желтого света. Несмотря на то, что резьба была похожа на нефрит, она больше напоминала кость. Он немного поиграл с ней, а затем убрал, чтобы изучить в другой раз. Затем Хань Ли убрал в хранилище комплект черных внутренних доспехов и браслет для хранения, и только после этого отозвал свою духовную сферу и колесо истины. Как только золотая рябь исчезла, на лице зарождающейся души Хуа Цзина появилось выражение ужаса, а его тело озарилось желтым светом. Однако в этот самый момент из серебряных рун, украшавших его тело, вырвалось серебряное пламя, испепелившее желтый свет и оставившее на теле ожог. Зарождающаяся душа издала мучительный вопль, содрогаясь всем телом. «Я наложил на твое тело ограничение истинного пламени». Это было просто предупреждение. «Если ты еще раз выкинешь что-нибудь подобное, я убью тебя прямо сейчас». Холодно предупредил Хань Ли. Зарождающаяся душа Хуа Цзина содрогнулась и мгновенно затихла. Хань Ли взмахнул рукавом, чтобы собрать 18 мечей, а затем подлетел к Ши Чуанькуну и остальным. «Давай будем вести себя цивилизованно, брат Даос. Между нами нет вражды, просто так получилось, что мы служим разным господам, которые конфликтуют друг с другом. Я уверен, что ты защищаешь Ши Чуанькуна в обмен на какую-то компенсацию. Из всех детей святого монарха Ши Чуанькун самый заурядный. Я служу ее высочеству Ши Цзиньянь, и у нее огромное количество связей и ресурсов, гораздо больше, чем у Ши Чуанькуна. Кроме того, она всегда ищет более способных подчиненных, так почему бы тебе не перейти в ее лагерь? Я готов порекомендовать тебя, и с твоими способностями ты наверняка добьешься успеха под началом ее высочества. Какую бы компенсацию ни предложил тебе Ши Чуанькун, ее высочество может удвоить ее, нет, утроить, настойчиво умолял Хуа Цзин, пытаясь убедить Хань Ли перейти на его сторону. Хань Ли полностью проигнорировал предложение Хуа Цзина и приказал: «Отмени свою способность «Цветочное зеркало». Похоже, ты не из нашей дьявольской расы. Скорее всего, ты культиватор из царства истинных бессмертных, использующий дьявольские искусства культивации, поэтому я предполагаю, что ты мало что знаешь о текущем состоянии нашего священного царства. Прямо сейчас в городе Ночного Солнца происходит очень важное событие, и все принцы и принцессы вовлечены в битву, которая касается судьбы всего священного царства. Для таких совершенствующихся, как мы, переход на сторону противника будет означать мгновенную смерть, так что вам следует хорошенько подумать». По мере того, как зарождающаяся душа говорила, ее голос становился все более настойчивым. «Отмени свою способность «Цветочное зеркало». Холодно повторил Хань Ли. «Не заставляй меня повторять это в третий раз. Я уверен, что, если я убью тебя, способность автоматически отменится, верно?» Зарождающаяся душа Хуа Цзина в панике и волнении уставилась на Хань Ли, разинув рот и не в силах вымолвить ни слова. На лице Хань Ли появилась холодная усмешка, и серебряные огненные руны на теле зарождающейся души мгновенно вспыхнули. На теле зарождающейся души начали появляться черные подпалины, и она поспешно закричала: «Хорошо, хорошо, я сейчас же откажусь от этой способности. Пожалуйста, пощадите меня». Сразу после этого он сложил руки в печати, и на лбах троих спутников Ши Чуанькуна появился странный красный символ, который затем исчез. Увидев это, Хань Ли довольно кивнул, и по его приказу серебряное пламя, сковывавшее зарождающуюся душу Хуа Цзина, рассеялось. После этого из межбровных дуг троицы Ши Чуанькуна вылетели несколько полупрозрачных цепей и исчезли в их телах. Их веки слегка дрогнули, прежде чем они открыли глаза. Все они были смертельно бледны. Хань Ли взмахнул рукавом, и в воздухе появились 3 шара лазурного света, которые слились с телами раненых. Их цвет лица мгновенно улучшился, и они поднялись с земли. «Что сейчас произошло, брат Даос Ли?» — спросил Ши Чуанькун с ошеломленным выражением лица, словно не помня, что только что произошло. Темнокожий пожилой мужчина и женщина в красном платье тоже выглядели очень растерянными. Внезапно в голове Ши Чуанькуна возникла мысль, и он поспешно спросил: «Где Хуа Цзин?» Он сбежал. Глава 808, покидая город. Он здесь. Я подумал, что тебе нужно будет кое о чем его спросить, поэтому пощадил его зарождающуюся душу. Сказал Хань Ли, бросая зарождающуюся душу Хуа Цзина Ши Чуанькуну. Услышав это, Ши Чуанькун слегка дрогнул, но все же поймал зарождающуюся душу Хуа Цзина, и в его глазах вспыхнули ярость и обида.
Зарождающаяся душа Хуа Цзина тут же начала кланяться в знак извинения и торопливо произнесла: «Пожалуйста, простите меня, ваше высочество, я действовал лишь по указанию другого человека. Если вы пощадите меня, я готов перейти на вашу сторону. Кроме того, я знаю важную тайну, касающуюся вас». Однако Ши Чуанькун не собирался его слушать. Он сжал пальцы, и из них начал исходить яркий серебристый свет. Зарождающаяся душа Хуа Цзина мгновенно начала деформироваться и в панике закричала: «Подожди, ты не можешь меня убить. Мой хозяин — Даос Сияющая Кость. Если ты посмеешь меня убить, он обязательно отомстит за меня». Ши Чуанькун полностью проигнорировал мольбы зарождающейся души. Он сжал руку в кулак, и зарождающаяся душа успела лишь издать отчаянный крик, прежде чем распалась на частицы желтого света. Увидев это, Хань Ли слегка нахмурился, но ничего не сказал. Учитывая, насколько близок был Ши Чуанькун со старейшиной Ци, он наверняка был в ярости из-за того, что старейшина Ци погиб при таких трагических обстоятельствах. Немного придя в себя, Ши Чуанькун сложил кулак в благодарном жесте в сторону Хань Ли и сказал: «Я должен еще раз поблагодарить вас за то, что вы спасли меня, брат Даосли». «Ни за что, собрат Даос Ши. Однако, я думаю, нам стоит прислушаться к тому, что сказал в конце Хуа Цзин. Я полагаю, что этот даосский мастер Сияющая Кость, культиватор Зенита Небес, верно?» — спросил Хань Ли. «Все верно. Похоже, ситуация еще хуже, чем я предполагал. Город Зерновая гора больше не безопасен, поэтому нам следует как можно скорее покинуть это место», — ответил Ши Чуанькун, прежде чем принять несколько таблеток подряд. Недавнее сражение вызвало большой переполох, и хотя никто еще не прибыл на место происшествия, чтобы увидеть, что произошло, новости о случившемся, скорее всего, распространятся не позднее, чем через полдня. «Что нам с ними делать?» — спросил Хань Ли, переводя взгляд на темнокожего пожилого мужчину и женщину в красном платье. Травмы, полученные этими двумя людьми, были гораздо серьезнее, чем у Ши Чуанькуна, и, хотя они уже пришли в себя, они были совершенно беспомощны. Они перенапряглись настолько, что были полностью истощены, и даже их основы культивации были серьезно повреждены, поэтому было трудно сказать, смогут ли они полностью восстановиться. Здесь мишенью являюсь я, так что, пока я не покину город Зерновой горы, нападений больше не будет, и мы можем оставить их здесь, чтобы они восстановились после ранений», — ответил Ши Чуанькун. Хань Ли кивнул в ответ. «Пожалуйста, подождите меня здесь, брат Даосли», — сказал Ши Чуанькун, а затем взмахнул рукавом. Из него вырвался луч фиолетового света, который подхватил темнокожего пожилого мужчину и женщину в красном платье, а затем собрал тело и вещи старейшины Ци и остальных и унес их вдаль. Тем временем Хань Ли сел на землю, скрестив ноги, чтобы немного прийти в себя. Вскоре после этого вернулся Ши Чуанькун, и Хань Ли поднялся на ноги. «В путь», — сказал Ши Чуанькун, вызывая свою летающую повозку, и вскоре они вдвоем скрылись из виду. Летающая карета Ши Чуанькуна только вылетела из города Зерновая гора, как они с Хань Ли заметили летящую в их сторону полосу красного света. «Еще один так скоро», — мрачно произнес Хань Ли. Ши Чуанькун тоже нахмурился и немедленно остановил летающую карету. Внутри полосы красного света находилась алая летающая карета, на крыше которой стоял человек в красной мантии. Карета остановилась на расстоянии более 10 тысяч футов, после чего мужчина произнес: «Ваше Высочество, третий принц поручил мне сопровождать вас». Услышав это, Ши Чуанькун переглянулся с Хань Ли и спросил: «У вас есть доказательства?» В ответ мужчина в красной мантии взмахнул рукавом, и в сторону Ши Чуанькуна полетела полоса красного света. Ши Чуанькун на мгновение замешкался, а затем поднял руку, чтобы поймать предмет, летевший в полосе красного света. Хань Ли увидел, что это нефритовый кулон в форме полумесяца размером с ладонь. На нем не было никаких гравировок, но линии на его поверхности были довольно хаотичными, что придавало ему неряшливый вид. Ши Чуанькун перевернул другую руку, чтобы достать такой же нефритовый кулон, на котором тоже было много линий. Взяв по нефритовому кулону в каждую руку, он соединил их, из обоих кулонов вырвался мягкий белый свет, после чего они слились в один круглый нефритовый кулон. Линии на нефритовых подвесках соединялись, образуя портрет женщины с заостренными ушами. Это был очень простой портрет, но он каким-то образом смог идеально передать нежные эмоции на ее лице. Хань Ли мог сказать, что нефритовый кулон был изготовлен из высококачественного материала, но он ни в коем случае не был могущественным сокровищем. Однако для Ши Чуанькуна это, похоже, было очень важно, и в его глазах появилось теплое и ностальгическое выражение, когда он рассматривал портрет женщины на нефритовом кулоне. «Похоже, он говорит правду», — сказал Ши Чуанькун, повернувшись к Хань Ли. Только увидев это, мужчина в красной мантии продолжил приближаться к ним. Мужчина выглядел довольно молодо, а черты его лица были мягкими и нежными, за исключением глаз, узких и длинных,
похожих на пару длинных сабель, которые остро блестели. «Я Сюй Чен, и третий принц послал меня сопроводить вас обратно в город Ночного Солнца, ваше высочество», заявил мужчина в красной мантии, сложив руки в приветственном жесте. «Ты и есть маркиз Кровавая Капля. Я слышал, как мой брат упоминал тебя раньше, и он всегда отзывался о тебе очень хорошо. Он говорит, что ты убил бесчисленное количество дьявольских тварей за пределами горного хребта элегантной ряби и что ты один из его самых ценных подчиненных», сказал Ши Чуанькун. Услышав это, Сюй Чен слегка растерялся, но затем в его глазах мелькнуло понимание, и он улыбнулся, ответив: «Должно быть, вы перепутали, ваше высочество. Я всегда был занят в южных исконных землях и даже ни разу не бывал в горном массиве элегантная рябь. Кроме того, с моим низким уровнем развития я никак не могу считаться одним из самых ценных подчиненных его высочества». Только услышав этот ответ, Ши Чуанькун убедился, что Сюй Чен тот, за кого себя выдает. Он снова сложил кулак в приветствии и сказал: «Прошу прощения за то, что подверг вас испытанию, собрат Дао Сюэ». «Все в порядке, хорошо, что ты так осторожен», ответил Сюй Чен и перевел взгляд на Ханли, явно заинтересовавшись им. «Это мой друг Даос Ли Фэюй. Он сопровождал меня в этом путешествии и много раз спасал мне жизнь», представил его Ши Чуанькун. Услышав это, Хань Ли тоже вскинул кулак в приветствии в сторону Сюй Чена, и тот ответил ему тем же. «Каковы ваши дальнейшие планы, ваше высочество?» — спросил Сюй Чен. «Изначально мы планировали отправиться в город Чую из города Зерновая гора, но вражеские силы уже проникли в город, а телепортационная система в городе Зерновая гора была разрушена, поэтому мне придется найти другой способ добраться до города Чую», ответил Ши Чуанькун с кривой улыбкой. «Ты едешь в город Чую, чтобы воспользоваться там телепортационным массивом?» — спросил Сюй Чен. «Все верно. Телепортационная сеть в городе Чую не перенесет нас напрямую в город тюрьмы Изасоки, но она может доставить нас в город, и это самый быстрый путь обратно в столицу. Как только мы доберемся до города тюрьмы Изасоки, нам не составит труда вернуться в город Ночного Солнца даже без использования дополнительных телепортационных сетей», ответил Ши Чуанькун, кивнув. Телепортационная сеть в городе Чую действительно позволяет осуществлять сверхдальние телепортации, но она не очень доступна. Как правило, только те, кто имеет титул герцога или выше, могут подать заявку на использование телепортационной сети, и, если она не используется в официальных целях, для покрытия расходов на телепортацию потребуется огромная сумма денег, сказал Сюй Чен с некоторой нерешительностью. «У меня нет высокого официального титула, но я занимаю важный пост в Доме Великого Истока, и этого будет достаточно, чтобы один раз воспользоваться телепортационным массивом. Что касается платы, которую нужно внести, я могу об этом позаботиться. Самое сложное — добраться до города Чую», ответил Ши Чуанькун, кивнув. «Поскольку телепортационная система в городе Зерновой горы уже разрушена, нам придется отправиться в другой город, чтобы телепортироваться в город Чую, но даже до ближайшего к городу Зерновой горы добираться около 10 лет», размышлял Сюй Чен. 10 лет? Это слишком долго», сказал Ханли, нахмурив брови. «Ничего не поделаешь. Пока мы будем начеку, серьезных проблем не возникнет», не согласился Сюй Чен. «Вы знаете, кто сеял хаос в городе Зерновой горы, брат Дао Сюэ?» — спросил Ши Чуанькун. «Кто это был?» — спросил Сюй Чен. «Хуа Цзин», — ответил Ши Чуанькун. «Разве он не подчиненный пятой принцессы?» «Даже пятая принцесса идет за тобой?» — удивленно спросил Сюй Чен. «Проблема в том, что мы убили Хуа Цзина, а перед смертью он заявил, что его учитель, даосский мастер Сияющая Кость, придет за нами, чтобы отомстить», объяснил Ши Чуанькун с кривой улыбкой. Услышав это, Сюй Чен мгновенно помрачнел. Даосский мастер Сияющая Кость — культиватор Зенита Небес, и он очень трепетно относится к своим ученикам. Кроме того, Хуа Цзин — его самый ценный ученик. Если он придет за нами, боюсь, я не смогу защитить тебя, даже если пожертвую собственной жизнью. Вздохнул Сюй Чен. Вот почему собрат Даосли сказал, что 10 лет — это слишком долго. Вздохнул Ши Чуанькун. После долгого молчания глаза Сюй Чена внезапно загорелись, и он сказал: «Ваше Высочество, у меня есть возможное решение нашей проблемы, но все зависит от того, готовы ли вы его опробовать». «Давай», — подбодрил его Ши Чуанькун. Глава 809. Грозный враг. Сюй Чен начал рассказывать о своем плане Хань Ли и Ши Чуанькуну по голосовой связи. По мере того, как они слушали, их лица становились все более нерешительными. В конце концов Ши Чуанькун замолчал и погрузился в глубокие раздумья. «Думаю, это осуществимый план, но некоторые детали нужно скорректировать», — сказал Хань Ли,
после чего начал что-то говорить Ши Чуанькуну и Сюй Чину по голосовой связи. Выслушав его, Ши Чуанькун наконец кивнул и сказал: «У нас нет других реальных вариантов, поэтому нам придется следовать этому плану». Вскоре после этого они вдвоем запрыгнули в летающую повозку Сюй Чена, которая тут же взлетела. Почти 2 года пролетели как один миг. Огненно-красная тень с поразительной скоростью пронеслась по воздуху над одним из лесов в царстве дьявола. Внутри полосы алого света находилась летающая повозка довольно примечательного вида. На ней стояли 3 человека во главе с мужчиной в красной мантии, который прижимал руку к магической пластине на повозке, вводя в нее каплю своей крови. Этими 3 были никто иные, как Хань Ли, Ши Чуанькун и Сюй Чен. «Ваше Высочество, мы сможем добраться до города Сёрного леса за 2 месяца, как только выйдем из этого леса. Мы продвигаемся немного быстрее, чем планировалось, и сможем добраться до города Сёрного леса на год раньше, чем ожидалось», — сказал Сюй Чен. «Спасибо тебе за усердную работу, собрат Даос Сюэ. Если бы ты не был готов пожертвовать своей кровью, мы бы не смогли добраться сюда так быстро», — сказал Ши Чуанькун. «Не благодарите меня пока, Ваше Высочество. Давайте отложим это до тех пор, пока мы не доберемся до города Чую», — сказал Сюй Чен. Однако, как только его голос затих, в небе внезапно раздался оглушительный рев. «Пока я здесь, ты не попадешь в город Чую». Сразу после этого впереди появилась прозрачная рябь, и возник невидимый барьер высотой в сотни тысяч футов, в центре которого парила пожилая фигура. «Это Даос Сияющая Кость», — мрачно произнес Сюй Чен. «Ему все же удалось нас найти, хотя мы были так осторожны». Вздохнул Ши Чуанькун. Хань Ли был встревожен таким поворотом событий, но внешне оставался спокойным. До этого момента он уже несколько раз сталкивался в бою с культиваторами Зенита Небес, и пока противник не развивал один из 3 высших законов, Хань Ли был уверен, что сможет сбежать, но ему придется оставить Ши Чуанькуна позади. К счастью, они предусмотрели именно такой сценарий, и у Ши Чуанькуна в запасе было много трюков, так что он не был полностью обречен. Даосский мастер Сияющая Кость был высоким и худым пожилым мужчиной. На его лбу не хватало куска кожи и плоти, обнажавшего кость. Он был одет в темно-зеленую даосскую мантию. «Ты думаешь, что сможешь безнаказанно уйти после того, как убил моего ученика?» — в ярости спросил Даос Сияющая Кость. «Старший Сияющая Кость — это ваш ученик, первым напал на его высочество и был убит при попытке к самозащите», — торопливо произнес Сюй Чен, сложив кулак в приветствии. «Мне плевать на все это. Те, кто убил моего ученика, должны поплатиться за это жизнью», — взревел даосский мастер Сияющая Кость, и в воздухе вокруг него начали возникать пространственные вихри. «Разделяйтесь и бегите», — крикнул Сюй Чен, и как только он замолчал, Ши Чуанькун и Хань Ли тут же бросились в разные стороны. Что касается самого Сюй Чена, то он бросился прямо на даосского мастера Сияющая Кость, и на его обнаженной коже появились алые руны. Он перехватил инициативу и нанес первый удар в виде мощного кулака. В то же время из его спины вырвались бесчисленные багровые тени, которые затем слились в гигантскую багровую дьявольскую проекцию, которая тоже сжала свой колючий кулак и нанесла удар по даосскому мастеру Сияющая Кость. «Наглый дурак», — усмехнулся даосский мастер Сияющая Кость, поднимая свой кулак и нанося ответный удар. Все его тело озарилось белым светом, а суставы громко затрещали. Вся плоть и кожа на его вытянутом кулаке отслоились, обнажив мерцающие белые кости, на которых были выгравированы странные золотые узоры. 2 кулака столкнулись с оглушительным грохотом, и во все стороны хлынули яростные ударные волны. Все пространство в радиусе нескольких сотен футов сначала сжалось, а затем резко расширилось, и на земле образовался огромный круглый кратер, а все горы и леса внутри него превратились в пыль. Гигантская дьявольская проекция багрового цвета первой не выдержала и взорвалась от удара кулака мастера Даоса Сияющая Кость. Все кости в руке Сюй Чена были раздроблены, и большая часть его руки превратилась в изуродованную массу плоти и крови, когда он отлетел назад, словно сломанный воздушный змей. В отличие от него, даосский мастер Сияющая Кость, казалось, был совершенно невредим. Он бросился в погоню и вонзил руку прямо в левую часть груди Сюй Чена, так что она вышла у него из спины. Однако из зияющей раны в груди Сюй Чена не вытекло ни капли крови. Вместо этого разорванная плоть извивалась, как живое существо, пытаясь разъесть руку даосского мастера Сияющая Кость. На лице даосского мастера Сияющая Кость появилась холодная усмешка, когда из его руки вырвались бесчисленные белые костяные шипы, превратив ее в подобие булавы, и грудь Сюй Чена была мгновенно разорвана. Ошметки тела Сюй Чена разлетелись по небу, как рваные тряпки, и распались на капли крови, которые снова слились воедино, а затем быстро отступили, превратившись обратно в Сюй Чена. Краем глаза даосский Сияющая Кость заметил, что Хань Ли и Ши Чуанькун уже ушли довольно далеко, и его лицо тут же помрачнело. Он поднял руку и разжал пальцы.
из его ладони вырвался шар белого света, образовав огромную духовную сферу, которая охватила все вокруг. Духовная сфера была окутана слабым белым туманом, в котором виднелись 7 или 8 белых пагод. Каждая из этих пагод была построена из десятков тысяч костей, а на вершине каждой пагоды горело жуткое зеленое пламя. Это духовная сфера уровня творения. При виде этого на лице Сюй Чена мгновенно появилось мрачное выражение. Оказавшись в духовной сфере даосского мастера «Сияющая кость», Сюй Чен почувствовал, как все кости его тела яростно задрожали, словно угрожая вырваться из его тела и стать частью костяных пагод. Он изо всех сил направил свою дьявольскую силу, создав вокруг своего тела слой защитного света, но прежде чем он успел сделать что-то еще, даосский мастер «Сияющая кость» взмахнул рукавом, и все костяные пагоды начали быстро двигаться, образуя круг вокруг Сюй Чена. Сразу после этого зеленое пламя на вершинах пагод значительно усилилось, а в глазницах всех черепов на пагодах появилось призрачное зеленое пламя, излучающее странную и мощную ауру. Внезапно Сюй Чен почувствовал, как все его тело напряглось, а кожа натянулась, после чего на его теле появилось множество огромных выпуклостей неправильной формы, которые представляли собой весьма странное зрелище. Раздалась череда слабых ударов, и на его коже появилось бесчисленное множество крошечных порезов. Из них начали торчать осколки костей, грозя вылететь из его тела. Увидев это, Сюй Чен в тревоге взмахнул рукавом, призывая темно-красную духовную сферу, которая окутала все его тело. Духовная сфера была всего около 1000 футов в диаметре, но она была чрезвычайно плотной, и вокруг него кружились вспышки алой ци, которые быстро заживляли все раны на его теле и подавляли боль в костях. Даос «Сияющая кость» холодно хмыкнул, увидев это. К тому моменту Хань Ли и Ши Чуанькун уже скрылись из виду. Внезапно он протянул руки, провел ими по грудной клетке, и 2 его ребра проткнули кожу, после чего он небрежно отбросил их в разные стороны. 2 ребра взмыли в воздух с невероятной скоростью, преодолев расстояние почти в 100 тысяч километров в мгновение ока. Они быстро догнали Ши Чуанькуна и Хань Ли. В нескольких десятках километров от Хань Ли вспыхнул белый свет, и преследующее его ребро приняло человеческую форму, превратившись в аватара даосского мастера «Сияющей кости». Аватар издал громкий рев и ускорился еще больше, озарившись белым светом. Он почти мгновенно догнал Хань Ли. Хань Ли тоже поспешно прибавил скорость, но по какой-то причине она оставалась высокой лишь мгновение, после чего он снова замедлился, как будто у него не было сил поддерживать высокую скорость. На лице аватара появилась холодная усмешка, когда он набросился на Хань Ли, протянув к нему руку. Впереди появились 5 едва заметных пространственных углублений, которые схватили Хань Ли, не давая ему сбежать. Глава 810. Путь в город Чую. Хань Ли резко остановился, и на его лице появилось страдание, когда окружающее пространство со всех сторон сжалось вокруг него. Аватар даосского мастера «Сияющая кость» довольно хрюкнул, растопырив пальцы одной руки, а затем опустил их вниз, и над Хань Ли появился мерцающий белый костяной коготь, который с огромной силой обрушился на него. На лице Хань Ли отразилась паника. Он сжал обе руки в кулаки и в ответ ударил костяным когтем. Раздался глухой удар, когда его кулаки столкнулись с костяным когтем, но его сопротивление было мгновенно сломлено, и костяной коготь с невероятной силой обрушился прямо на голову Хань Ли. В этот момент Хань Ли все еще был совершенно беспомощен, и защитный духовный свет вокруг него быстро рассеялся, после чего его тело тоже было уничтожено. Сначала аватар был в восторге от увиденного, но затем его выражение лица резко изменилось, когда он понял, что что-то не так. Как оказалось, тело Хань Ли уменьшилось до размеров красной фасолины, покрытой трещинами, а на ее поверхности испарялась капля золотой кровяной эссенции, поднимаясь вверх в виде белого дыма. В то же время с неба медленно опустилась кроличья маска из гильдии Аникка. Почти в то же самое время тело Ши Чуанькуна было разорвано на куски другим костяным когтем в нескольких сотнях тысяч километров от этого места, но и это было не более чем уловкой. Когда даосскому мастеру «Сияющая кость» вернулись его аватары, на его лице появилась ярость. Он перевел взгляд на Сюй Чена, окруженного костяными пагодами. Несмотря на опасную ситуацию, в которой он оказался, Сюй Чен не пытался сбежать и не выглядел особо напуганным. Даосский мастер «Сияющая кость» глубоко вздохнул, чтобы подавить собственную ярость, а затем сказал: «Признаю, это очень впечатляет, ты смог создать аватары, которые обманули даже меня. Однако сейчас я в очень плохом настроении, так что, если хочешь жить, лучше скажи мне, где эти двое». Рядом с Сёрным лесом было еще несколько городов, в которых были телепортационные массивы, ведущие в город Чую. Скорее всего, Хань Ли и Ши Чуанькун отправились в один из этих городов. Думаешь, я просто скажу тебе, где они, после того, как я приложил столько усилий, чтобы создать эти аватары из кровавой эссенции, и даже использовал себя в качестве приманки, чтобы выманить тебя, насмешливо фыркнул Сюй Чен. Отлично.
Тогда мне придется вырвать твою душу и самому все выяснить, взревел даосский мастер Сияющая Кость, взмахнув рукавами, и его духовный мир мгновенно начал сжиматься, сходясь вокруг духовной сферы Сюйчена. В то же время все черепа на костяных пагодах поднялись в воздух, и зеленое пламя в их глазницах запылало еще ярче, когда они со всех сторон устремились к Сюйчену. Однако в этот самый момент Сюйчен перевернул руку и достал нефритовый талисман, который раздавил в ладони, мгновенно высвободив невероятно мощную пространственную энергию, которая образовала позади него дверь из черного света. Прежде чем даосский мастер Сияющая Кость успел что-то предпринять, Сюйчен уже сделал шаг назад и исчез в сияющей двери. Все, что мог сделать даосский мастер Сияющая Кость, это тщетно нанести удар, и его кулак с оглушительным грохотом врезался в пространство перед ним. Некоторое время спустя суматоха постепенно улеглась, и даосский мастер Сияющая Кость стал выглядеть гораздо спокойнее. Он взглянул на город Сёрный лес, а затем пробормотал себе под нос: «Я не знаю, в какой город ты отправился, но я могу подождать тебя в городе Чуи. Ты заблуждаешься, если думаешь, что сможешь добраться до города Ночного Солнца живым». В то же время из внешнего превосходного города медленно спустились две фигуры. Этими двумя были никто иные, как Хань Ли и Ши Чуанькун, которые проделали весь этот путь обратно в превосходный город. В этот момент они были переодеты в братьев-близнецов, а их уровень культивации был снижен до поздней стадии истинного бессмертия. План, предложенный Сюйченом, заключался в том, чтобы отправиться в город Сёрного леса с парой воинов Дао, созданных из его крови, которые выдавали себя за Хань Ли и Ши Чуанькуна. По сути, он использовал себя в качестве приманки, в то время как Хань Ли и Ши Чуанькун отправлялись в другой город, чтобы добраться до города Чуи. Однако Хань Ли считал, что это довольно рискованный план, поскольку ни один из соседних городов не находился далеко от города Сёрного леса. Если бы уловка Сюйчена провалилась, то даосский мастер Сияющая Кость легко смог бы добраться до других городов, преследуя Хань Ли и Ши Чуанькуна. Поэтому они решили вернуться в превосходный город. Им не должно было потребоваться столько времени, чтобы вернуться в превосходный город из города Зерновой горы, но они были очень осторожны на протяжении всего пути и даже не осмеливались лететь на полной скорости, боясь выдать себя. Именно поэтому они вернулись в превосходный город только сейчас. Похоже, твой третий брат действительно тот союзник, на которого мы можем положиться, а Сюйчен доказал свою преданность, согласившись ради тебя переманить культиватора Зенита Небес. Заметил Хань Ли. Из всех подчиненных моего брата Сюйчен не самый сильный, но он всегда был самым преданным. Я никогда не встречался с Сюйченом до этого, но много раз слышал, как брат о нем отзывался. Если мы когда-нибудь встретимся в городе Ночного Солнца, я обязательно щедро его отблагодарю. Ответил Ши Чуанькун, кивнув. Вскоре после этого они вдвоем отправились в превосходный город, поймав экипаж, поехали прямо к особняку городского лорда. Я мало что знаю о маркизе Небесного Топора, но, судя по тому, что вы с Сюйченом мне рассказали, он, похоже, очень амбициозный человек. Такие амбициозные люди, как он, всегда очень непредсказуемы, так что мы действительно рисуем. Сказал Хань Ли. В прошлый раз, когда на нас напали в гостинице «Облачная гора», он предпочел стоять в стороне и ничего не делать. Мы можем только надеяться, что он и дальше будет закрывать на нас глаза. Пока он позволяет нам уходить без помех, я буду в большом долгу перед ним. Ответил Ши Чуанькун. После этих слов они оба замолчали, погрузившись в свои мысли. Поместье городского лорда было огромным. В передней части располагался кабинет городского лорда, а в задней — личная резиденция маркиза Небесного Топора. Между офисом и частным домом располагалась круглая пагода высотой в 6-7 этажей. Это была пагода для телепортации в превосходном городе. Чтобы получить доступ к телепортационным массивам в превосходном городе, нужно было пройти строгий отбор. Когда Хань Ли и Ши Чуанькун подошли ко входу в поместье городского правителя, их остановили стражники. Ши Чуанькун вышел вперед и предъявил пару новых удостоверений личности. Под новыми именами они были представлены как братья-близнецы из известного клана в центральном регионе Царства Дьяволов. Их звали Юй Джун Янь и Юй Джун Мя. Стражей возглавлял пожилой культиватор. Выражение его лица немного смягчилось, когда он изучил их удостоверение личности, после чего он спросил: «У вас есть с собой эмблема клана Юй?» Ши Чуанькун был готов к этому, перевернув руку, достал пару круглых металлических значков, на каждом из которых был выгравирован свирепый рогатый зверь, а под ним иероглиф Юй. Пожилой культиватор на мгновение изучил пару металлических значков, а затем разрешил Хань Ли и Ши Чуанькуну войти в поместье городского лорда. «Спасибо, старший», — поспешно произнес Ши Чуанькун с благодарностью в голосе, прежде чем войти в поместье. Как только они прошли через ворота, сенсорная система над ними слегка мигнула и уже собиралась загореться, сигнализируя о том, что она обнаружила неладное, когда Ши Чуанькун достал маленькое медное зеркальце и незаметно направил его на систему.
Слабый свет, исходивший от массива, мгновенно погас, прежде чем охранники у ворот что-то заметили, и они смогли пройти без происшествий. Они оба вздохнули с облегчением, когда начали пробираться в поместье. Охрана в поместье городского лорда была очень строгой. Помимо культиваторов, расставленных через определенные промежутки, по территории постоянно курсировали группы патрульных культиваторов. Хань Ли и Ши Чуанькун шли, пригнувшись, и вскоре добрались до телепортационной пагоды. У входа в пагоду выстроилась длинная очередь. Хань Ли и Ши Чуанькун встали в конец очереди. Время шло, люди впереди них один за другим заходили в пагоду, и вскоре подошла их очередь. Войдя в пагоду, они увидели телепортационный массив с 18 богато украшенными колоннами вокруг него. Внутри стояли 3 мужчин, которые ждали, когда массив будет активирован. За пределами массива стоял культиватор средних лет с пластиной для массива, а также 3 группы стражников. Справа от входа в пагоду стоял деревянный стол, за которым сидел пожилой мужчина в черной мантии. Он спросил: «Куда ты идешь?» «Мы едем в город Чую, старший», — поспешно ответил Ши Чуанькун. «Вам повезло. Сегодня еще есть 3 свободных места для телепортации в город Чую, так что вам нужно дождаться только одного человека, который присоединится к вам», — сказал пожилой мужчина в черной мантии. «Сколько времени это займет?» — спросил Хань Ли, слегка нахмурив брови. «Откуда мне знать? Все зависит от удачи. Может быть, кто-то придет сразу, а может, никто не придет до конца дня», — ответил пожилой мужчина в черной мантии. Друзья, эти главы, когда от чудовища небесного ранга спасает не сила, а один точный обман. После удара цветочного зеркала Хань Ли вынужден сражаться с собственными союзниками, не убивая их, и его золотая молния лишь размыкает чужой контроль. Но Ши Чуанькун в ярости уничтожает душу Хуадзина и этим навлекает на всех гнев мастера Дао Сияющей Кости, существа стадии Зенита Небес, против которого прямой бой равен смерти. Тогда Сюэ Чень бросает в погоню кровавые аватары, выигрывая для остальных миг спасения. А Хань Ли делает самый неожиданный ход. Не бежит дальше, а возвращается в превосходный город под чужим обликом. Теперь все решает не сила, а маскировка. До телепортационной пагоды они добрались, но для запуска массива не хватает одного человека. Готовлю продолжение.